Всем привет! В этом видео я хочу с вами поделиться веганской зеркальной глазурью, которую мы будем готовить с помощью порошка Carrageenan Kappa. Если вам интересно, смотрите дальше. В чаше перемешиваем сахар, порошок Carrageenan, и я добавила золотой кондурин. Это как бы старое золото, он такой с блестками. В ковшик наливаем обычную воду, добавляем глюкозный сироп. Доводим воду примерно до 45 градусов и постоянно помешивая, вводим эту сухую смесь. Непрерывно помешивая, доводим до кипения. Долго кипятить не надо, буквально появились пузыри, наша жидкость кипит, выключаем и пропускаем через сито, если мало ли там остались какие-нибудь комочки. Вот такая блестящая золотая глазурь получается, она еще довольно горячая. Нам надо эту глазурь остудить примерно до 55 градусов, но эта температура может быть от 55 до 70. Когда я использую для покрытия просто муссовых пирожных, как в этом варианте, тогда я использую 55 градусов. Пирожное натыкаем на палочку и очень быстро макаем пирожное в глазурь и достаем. И поднимаем таким образом, чтобы лишняя глазурь не скапливалась в каких-нибудь местах, где у нас в пирожном есть какие-то узоры. Как у меня вот этот бантик посередине, глазурь сразу через пару секунд схватывается, она не стекает. Перед тем, как макаем каждое следующее пирожное, глазурь надо перемешивать, чтобы сверху не образовалась пленка. Глазурь, которая у нас осталась, пропускаем через мелкое сито и можем хранить в морозилке. Когда надо, достаем, подогреваем до нужной температуры и опять можно использовать. Пирожные получаются очень красивые, глянцевые, блестящие, более блестящие, чем с обычной зеркальной глазурью. Эту глазурь мы можем также окрашивать в любой цвет, окрашивается с любыми красителями. Если мы готовим эту глазурь на основе обычной воды, то у нас получается просто сладкая гелеобразная масса. Но мы можем вместо воды использовать любой сок. Вот так сверкают золотые блестки. Глазурь получается очень глянцевая, гладкая, вообще не образуются пузыри. Очень хорошо режется вместе с пирожным. Есть два вида этого Carrageenan Kappa. Они немного отличаются своей вот этой готовой структурой геля. Есть просто Carrageenan Kappa, а есть Carrageenan Kappa Yota. Если вы готовите глазурь для муссовых пирожных, как обычную зеркальную глазурь, то вы используете Carrageenan Yota. Если вы хотите сделать пирожные фрукты, вы используете обычную капу. Вот видите, пирожное просто скользит по подложке. И чтобы это избежать, то обязательно, когда мы макаем пирожное, достаем, тогда с этим дном проходимся по поверхности и снимаем с дна лишнюю глазурь, чтобы там остался только бисквит этого пирожного. Мы можем брать пирожное в руки, и оно вообще не липнет к рукам. Отличие от классической зеркальной глазури, мы не наливаем эту глазурь на пирожное, мы макаем пирожное в эту глазурь, потому что она очень быстро застывает. И если мы наливаем на пирожное, то есть большая вероятность, что в этом процессе наливания она застынет и образуются потеки. Такая глазурь подходит для веганов, так как ее готовят из красных водорослей. У этой глазури один единственный минус. На нее трудно прикрепить какой-нибудь декор или съедобные картинки, или декоры из шоколада, они не держатся. Все будет соскальзывать.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!